Всем добрый день! Вы на канале Татьяна Миртоглу «Турецкие узоры». Добро пожаловать! Сегодня я буду вязать вот такую вот модельку тапочек спицами. На размер 37-38 они у меня вышли. Вот такие вот. Вяжутся быстро, просто, симпатичный. Такой вот весенний летний вариант. Облегченный, в течение дня свободно один следочек можно связать. Значит, буду вязать я их спицами номер 2,5. Начало мысок буду вязать короткими спицами, потом свяжу верхнюю часть, наберу петельки, сделаю обвязку, перейду к подошве. Для этого мне нужны будут спицы на лёске. Значит, что еще? Сейчас я вам сразу их замерю. Тут рассказывать особо нечего. Сейчас замерю в длину. Они тянутся хорошо, смотрите. Так, что у нас здесь получается? Значит, от мыска и до пятки 21 сантиметр, и до конца 24. Немножечко подтянули до пятой 23. Так что вот я так примерила, говорю, что на 37-38 пройдет. Если у вас размер больше, что мы сделаем? Вот эту вот длину, вот эти вот ряды на пару рядов увеличим, и по мыску можно будет добавить 1-2 ряда. В ширину по подошве добавим 1-2 петельки. Это если у вас большой размер. Если маленький размер, по длине 1-2 ряда уменьшим. Вот так вот. Но опять же примеряйте, потому что, как я уже постоянно говорю, у всех и спицы разные, и нитки разные, и плотность вязания разная. Так, пряжа у меня в этот раз, что у меня в этот раз? Опять у меня акрил стопроцентный, турецкая пряжа в 100 граммах 225 метров. Вот спрашивали у меня, значит, рекомендуемые спицы здесь 3 и 3,5, но я вяжу спицами номер 2,5, как я уже говорила, чтобы это все было плотно. Это же все-таки тапочки, поэтому вот так вот. Значит, спицы, круговые спицы, крючок или же спицей будем поднимать петельки. Замерила тапочки. В процессе вязания ширину, длину деталек я измерю в сантиметрах, дай бог не забыть этого. Переходим к вязанию. Так, начинаем. На спице наберем 15 петель обычным способом. И по изнаночной стороне, получается, первый ряд провяжу все изнаночными. 1, 2, 3, 4. Набираем 15 петель и провязываем все изнаночными. А со следующего ряда уже будем вязать узор. Провязали 15 петель. Начинаем вязать мысок. Первую снимаю. 1 изнаночная. Кромочные буду всегда снимать. 1 изнаночная. 3 лицевых. 1 изнаночная. Делаю 1 добавку. 3 лицевых. Опять делаю добавку. В начале ряда я вот так вот перебрасывала, теперь буду перебрасывать вот так вот. А ниточка будет под низом идти. Одна изнаночная, 3 лицевых, 1 изнаночная и последняя кромочная, провязываю ее изнаночной. Переходим на изнаночную сторону, второй ряд. Первую снимаю. Первая провязываю лицевой, 1 лицевая, 3 изнаночных. 1, 2, 3. 1 лицевая, 5 изнаночных. Среднюю часть провязываем изнаночными. У нас было 3 лицевых по лицевой стороне, и вместе с добавками, с накидами получается 5 петель. 5 петель изнаночными. 2, 3, 4, 5. 1 лицевая, 3 изнаночных. 1, 2, 3.
1 лицевая и последняя кромочная. Второй ряд закончили. Третий ряд. 1 снимаем, 1 изнаночная. Теперь следующие 3 лицевых петли буду их перетягивать, перебрасывать. Так, как бы тут, чтобы это дело не соскочило. Я вообще-то это делаю все спицей, но чтобы было более понятнее, на видео сниму на запасную спицу. Первые 2 петельки снимаем, оставляем их за работой, третью провязываем, а потом провязываем снятые петельки. Третью петельку провязываю. Свободно, не затягивайте. Теперь снятые 2 петельки тоже провязываем, все 3 провязываем лицевыми. И снятую, и те, которые за работой у нас оставались. Так я буду делать в каждом лицевом ряду. По изнанке будем вязать все по узору. Сделали 1 изнаночная. Теперь у нас после изнаночной будет идти в каждом лицевом ряду добавка. Ну, добавки, как вы делаете, таким способом можете делать, то ли накидом, то ли из протяжки. Я вот показала, как делаю я добавки. Буду расширять мысок до 29 петель. Провязали мы изнаночную петельку. Теперь делаем добавку, накид, средние петли вяжем лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5. 5 петель. Далее у нас идет изнаночная. Сделаем опять добавку 1. Изнаночную провязываю изнаночной. 3 петельки лицевых делаем перетяжку. С этой стороны первую петельку снимаю на запасную спицу, оставляю перед работой. 2 петли провязываю лицевой. 1, 2. 2 петли провязала и снятую петельку провязываем. Все. Так, что у нас в конце? Изнаночная и кромочная. Следующий ряд. Переходим на изнаночную сторону. Что мы делаем? Все вяжем по узору. Как петли смотрят, так мы их и вяжем. Первая кромочная, 1 лицевая, 3 изнаночных у нас идет. 1, 2, 3. 1 лицевая. Далее все серединка у нас вместе с добавками, с накидами провязываем это все изнаночными. Так вяжем до конца ряда. Изнанка будет вязаться по узору. Серединка изнаночными, лицевая, изнаночная 1, изнаночная 2, изнаночная 3, лицевая, изнаночная. Все по узору изнанку провязали. Следующий ряд все вяжем точно так же и делаем добавку. Первую сняли, 1 изнаночная. Что у нас дальше идет? 3 лицевых. Сейчас мы это будем протягивать дело. Первые 2 снимаем, оставляем их за работой. 1 провязываем. Я вот так вот спицей сейчас пересниму это все дело. Третью петельку провязала, снятую. Потом провязала 2 остальных. Далее 1 изнаночная, 1 накид, добавка. Средние петельки все вяжем лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Что у нас здесь? 7. Провязали, добавила 1 изнаночная. Пришли в конец ряда. У нас идет 3 лицевых. Первую петельку снимаю. Следующие 2 провязываю. И следом провязываю снятую петельку. Так вот перетягиваю 1 изнаночная и кромочная. Перешли на изнаночную сторону. Все вяжем по узору.
Провязали изнаночную сторону по узору, переходим на лицевую, опять вяжем все так же. После перетяжки у нас изнаночная, после изнаночной мы делаем добавку, вяжем серединку лицевыми петлями, делаем опять одну добавку, одна изнаночная у нас идет и 3 петельки, которые мы перетягиваем петелькой. Так, еще раз провяжу сейчас. Первую снимаю, одна изнаночная, 3 лицевых идет петли у нас, мы их будем перетягивать. 2 петельки мы переносим за работу, провязываем третью петельку, а потом 2 петельки, которые у нас были за работой. Я буду переносить это сейчас все спицей. Так, 3 сняла, перебрасываю их, эту придерживаю. Третью петельку перевела наперед. Теперь все вместе, все по одной провяжу лицевыми. Раз, два, три. Провязала. Одна изнаночная. Одну добавляю. Средние вяжем лицевыми. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Провязали. Делаю добавку опять. Одна изнаночная, 3 петельки. Первую берем перед работой, следующие 2 провязываю и потом провязываю самую первую. Одна изнаночная и последняя кромочная, я провязываю ее изнаночной. Все, переходим на изнанку, все вяжем по узору по изнанке, по лицевой стороне. Будем делать добавки, расширим. Сейчас расширим мы среднюю часть, чтобы у нас была 17 петель. Так, изнанка вяжется по узору. Вперед, надеюсь, я вам объяснила. Значит, сейчас будем расширять, пока у нас вот эта вот средняя часть, лицевые петли, где у нас не будет 17 петель. И там мы потом начнем вязать наши вишенки. Сейчас, где у меня эти вишенки? Ой, да, это мои расчеты, мои записи. Вот распускала, и опять тут только одно мне будет и понятно, что я тут делала. Так, где мои вишни? Ага, здесь играем, здесь не играем. Вот мои вишни. Значит, можете остановить видео, сделать паузу, заскриншотить эту схемку, простенькая такая схемка. Зеленый цвет и красный, 2 цвета всего у меня лишь будет. Значит, сейчас что мы сделаем? Расширим вот эту вот среднюю часть, как я уже сказала, и перейдем к узору. Вяжем, расширяем, встречаемся. Так, расширила я мысок. Что у меня получилось? Средняя часть у меня 17 петель. Всего у меня 29 петель. Так, сейчас я это замеряю. Ну вот, 9 сантиметров у меня получается. Теперь берем, приготовим красную нить. Сейчас будем вязать первую ягоду. Так, что мы делаем? Опять начинаем вязать все по узору. Первую снимаем. Изнаночная. 3 петли перетягиваем. Первую наперед я перевожу. И так провязываю потом сразу 3 вместе, 3 по одной провязываю лицевыми. Раз, два, три. Все, добавки у нас накиды закончились. Значит, сейчас мы вяжем одна изнаночная. Дальше 10 петель лицевыми. Это будет первый ряд у нас узора. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
3 петли красным цветом. Раз, два, три. И оставшиеся петли до конца треугольника нашего серединки, это будет 4 лицевых петли, провязываем основным цветом. Раз, два, три, 4. И дальше по узору идем 1 изнаночная, 3 петельки мы их перетягиваем, одну снимаем перед работой, следующие 2 провязываем лицевой и затем провязываем первую. 1 изнаночная, 1 кромочная. Так, следующий второй ряд будет у нас по изнанке идти. Переворачиваем наизнанку, все вяжем по узору, ну и вишни, естественно, вяжем тоже по узору. Так, лицевая, раз, два, 3 изнаночных, 1 лицевая, теперь 3 изнаночных, раз, два, 3 изнаночных, 5 петель красным цветом, раз, два, 3, 4, 5. Здесь не завязывала, потом буду закреплять я это все. 5 петель провязали, и оставшиеся петли до конца ряда вяжем все по узору. Идем до конца ряда по узору. Пришли на лицевую сторону, то у нас получается 3-й ряд будет узора. Так, здесь, значит, все мы вяжем по узору. Что у нас? Кромочная, изнаночная, 3 петельки мы перетягиваем. Раз, два, 3. Сейчас мы их перебросим, перетянем. Одна изнаночная. Ой, здесь у меня петля перекрутилась. Дальше середина. 8 петель провяжем лицевыми. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5 петель красным. Раз, два, 3. 4, 5. 1 основным цветом. 1 красным. Все, остальные до конца ряда все вяжем по узору. Довязываем до конца ряда. Перешли на изнаночную сторону. По изнаночной стороне все вяжем по узору. Здесь изменений сейчас не будет. Красный над красным, основной над основным цветом. Здесь все вяжу по узору. Так, довяжем до конца ряда. Красный над красным вяжем. Ой, забыла перебросить нитку. Довязываем до конца. Перешли на лицевую сторону. Сначала перетянули петельки, по узору провязали, пришли на серединку, где у нас лицевая гладь. Что мы здесь делаем? 4 петли лицевыми. Раз, два, 3, 4. 4 лицевыми провязали. Теперь 3 петельки красным цветом. Можно подвязать, конечно, был отдельный клубочек, но ладно. Раз, два, 3. 3 красным. 1 основным цветом. 4 красным.
Раз, два, три, 4 красным, 1 основным цветом, 2 красным. И осталось у нас 2 лицевыми провяжем основным. Заканчиваем по узору. Вяжем до конца ряда. Шестой ряд узора, изнаночная сторона. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шестой ряд. Так, здесь сначала вяжем мы по узору. 1 лицевая, 3 изнаночных, 1 лицевая, 1 лицевая. Так, далее у нас идет 3 изнаночных. Раз, два, 3 изнаночных, 5 красным цветом изнаночными. Раз, два, три, 4, 5. 1 основным цветом. И опять 5 красным. Так, 3, 4, 5. И оставшиеся петли до конца ряда вяжем по узору основным цветом. Это был у нас шестой ряд. Так, седьмой ряд. Переходим на лицевую сторону. Провязываем начало по узору. Провязали, дошли до серединки, лицевая гладь. Первые 2 петли провяжем лицевыми. Раз, два. Далее у нас идет по схеме 5 лицевых красным цветом. Раз, два, три, 4, 5. 1 основным цветом, 1 красным, 1 основным цветом, 2 красным, 1 зеленым. Все, ввели зеленый цвет. Оставшиеся 4 петельки до конца мысочка вот этой серединки провязываем основным цветом. Раз, два, три, 4. 1 изнаночная, 3 петельки перетягиваем, 1 изнаночная и кромочная. Заканчиваем этот ряд. Перешли на изнаночную сторону. 8 ряд узора у нас сейчас будет. Так, начало вяжем по узору. 1 кромочная, 1 лицевая, 3 изнаночных. Здесь я петли перекрутила, пришлось распускать. Упали петли все. Так, теперь, что у нас дальше? Провязали начало. Начинаем узор. 4 петельки основным цветом изнаночными. Раз, два, три, 4. 1 зеленым. 3 основным цветом. Раз, два, 3. 1 красным. 1 основным цветом.
И что у нас здесь далее? 5 красным. Раз, два, три, четыре, пять. Оставшиеся 5 петель. Вы не смотрите, что я беру за заднюю дужку. Это у меня петли здесь перекручены, потому что со спицы, как я уже сказала, соскочили. Я их одела как попало. Как попало. Теперь по ходу переставляю. Так, 5 красным провязали. Остальные все до конца ряда вяжем основным цветом по узору. Это какой у нас был 8 ряд. Заканчиваем его. 9 ряд, лицевая сторона. Кромочная, изнаночная, 3 петельки перетягиваем. Переставляю я их местами. Одна изнаночная. Так, дальше что у нас идет? 2 лицевых основным цветом. Так, далее 4 красным. Еще сейчас этот ряд с вами провяжу. Так, что у нас? 4 красным. Раз, два, три, 4. Одна основным цветом. 2 красным. Раз, два, 3 основным цветом, 3 петельки. Раз, два, три. 3 основным. 1 зеленым. 4 основным цветом. Осталось у нас 4. Довязываем их. Раз, два, три, 4. Заканчиваем ряд по узору. 1 изнаночная. 3 лицевых перетягиваем. Перекрещиваем. Куда убежала? Довязываем до конца. Изнаночная и кромочная. Все. Провязала я 9 рядов. Так, смотрите, что мы, где мы остановились. Вот мы остановились на 9 ряду. Раз, два. Вот 9 ряд у нас, да? Остановились. Отметим. На 9 ряду остановились. Остались здесь одни у нас веточки довязать. Надеюсь, что вы сможете даже лучше, чем я, их провязать. Давайте закончим сами вот эту вот схему. Довяжем вишенку до конца. Довяжем этот листик с веточками. Значит, довяжем до конца схему и встретимся. После схемы, после листика я провяжу еще вот 1 и 2 рядочек основным цветом. И потом перейдем, будем вязать дальше. Значит, довязываем схему до конца и встречаемся. Еще раз. Закончила я вязать вишенки наши. Провязала еще пару рядов. Значит, теперь что я дальше буду делать? Сейчас провяжу вот таких вот 4 зубчика. Раз, я по зубчикам считаю. Раз, два, три, 4. Лицевыми петлями только среднюю часть, вот эти вот 17 петель. Сейчас по изнанке начну вязать лицевыми. И буду продолжать по лицу лицевыми. Боковые части вяжем по узору, а среднюю часть провяжу платочкой. Значит, высоту это у меня будет... Где мой сантиметр? Вот смотрите. Это у меня получилось где-то 1,5 сантиметра. Вот это вот верхняя часть. И также у меня здесь будет 5 петелек. Начну с 5 петелек. Тоже они у меня получаются 1,5 сантиметра. Ну, потом я здесь буду делать добавки еще. Значит, сейчас что мы делаем? Вот я довязала до конца. Разворачиваемся наизнанку. Все вяжем по узору. И средние 17 петель я по изнанке буду вязать лицевыми. И по лицевой стороне буду их тоже вязать лицевыми. Провяжу 4 этих грядки. 4 зубчика. Потом сделаю разъем. Так, что у нас здесь? Вот пришли мы середина. Провязали лицевая, 3 изнаночных лицевая, средние 17 петель. Вяжу все лицевыми. И закончу по узору. Провяжем сейчас
высоту. Потом я закончу, замерю это в сантиметрах. И перейдем на боковые стороны. Закроем посередине петли. И будем вязать потом уже нужную нам длину до пятой. Так, вот мы провязали среднюю часть лицевыми. Теперь дальше что у нас здесь осталось? Довязываем по узору лицевая, 3 изнаночных, лицевая и кромочная. Так, перешли на лицевую сторону. Начало вяжем по узору. Вот эти вот перетяжки, перекресты мои, они будут продолжаться до самой пятой. Так что вот это вот начало, оно без изменений. Начало и конец. Середину вяжем платочной вязкой. Закончила вязать мысок. У меня резко изменился фон. Пришлось убраться в другую комнату. Домочадцы телевизор хотят смотреть. Так, что я теперь сделаю? Замеряю. Замеряю вам, что я вам замеряю? Высоту 12 сантиметров. Ширину мерила, да? Мерила. Ширина 9 была, да? Ну вот, пока довязала, почему-то стало 9,5. Ну, то я на спице мерила. Так, теперь будем делать разъем. Будем делать разъем. Боковую сторону провязываем также. Первую снимаю, 1 изнаночная. Здесь мы протягиваем петельки. Так, 1 изнаночная. Теперь средние 17 петель у меня платочной вязкой. Я провяжу 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. 5 петель оставлю с этой стороны. 5 и 5 будет 10. И средние 7 петель я закрою. Так, закрываю петли. 1, 2, провязала. И вот так вот набросила. Теперь опять одну провязала. И эту петельку набросила сверху, накинула. Так, закрываю петли. Провязала. Набросила. Провязала. Набросила. Так, что у нас здесь? Еще не дошли до края. Еще одна. Так, это у нас изнаночная. 5, 6, еще одна. Все, одна на спице. И здесь 4, всего 5 петель. Провязываем. 1, 2, 3, 4, 5. Дальше довязываем по узору. 1 изнаночная. Делаем перетяжку. Перекрещиваем 3 лицевых петли. Заканчиваем этот ряд до конца. Довязываем. Так, что я сделаю? Я вообще-то буду из одного клубка, сейчас подсоединю ниточку, буду вязать сразу 2 половинки, и эту, и эту. Но на видео я провяжу одну, потому что обе половинки будут одинаковые, поэтому вы можете вязать сразу 2, можете вязать по одной, кому как удобно. Так, вот эти вот сейчас я перенесу на другую спицу, чтобы они мне не мешали. Так, далее переходим на изнанку. По изнанке у нас получилось, сколько здесь? 2, 4, 6, 8, 10, 11 петель. Сейчас провяжу 7 вот этих вот зубчиков. Это где-то будет 3,5 сантиметра. И начну делать добавки. Увеличу вот эту вот боковую сторону. Вот мы ее увеличим. Добавки буду делать после 5, после вот 5 изнаночных петелек. Потом буду делать добавку перед изнаночной петлей. Вот эту вот мы полоску нашу вязали, перетягивали эти петельки. Перед ней изнаночная, перед ней будет у меня одна добавка. Буду увеличивать. Всего увеличу вот эту вот боковую часть до 15 петель. Значит, сейчас что мы делаем? Если кому-то покажется, что сильно узко, 11 петель, нет. Оно потом, когда это все обвяжется, добавятся боковые стороны, подошва, и все вместе
будет нормально. Но, опять же, если будет размер у вас больше, то вот я добавлю до 15 петель. Вы можете на одну петельку сделать больше. Или же потом вот мы будем делать вот эту вот обвязку. Тоже можно будет на 1-2 ряда увеличить. Это если размер 39-40 в таком плане. Так, значит, поворачиваемся наизнанку. Провязываем все 11 петель по узору. Вяжем все 11 петель по узору. Ой, подождите, 11 петель вяжем по узору, да. 5 петель провязываем лицевыми. По узору сказала, провязали кромочная, лицевая, 3 изнаночных, лицевая и 5 петель провязываем лицевыми. Раз, два, три, 4, 5. Последняя изнаночная. Постоянно меня кто-нибудь отвлекает, поэтому вот семья, дом, дети немножко бывает сложно отснять. Так, теперь перешли на лицевую сторону. Опять первые 5 петель, 2 вяжем лицевыми. 3, 4, 5. Далее у нас 1 изнаночная, 3 лицевых. Мы их перекрещиваем. Переходим на изнаночную сторону. Половину ряда провязываем по узору. Вот эту вот резинку платочной вязкой 5 петель провязываем лицевыми. Так, довяжем где-то до середины следочка. Ну, я раньше начала увеличивать. Опять же, ориентируйтесь, если ножка маленькая, то можно вот ближе к заднику просто увеличить, если ножка маленькая, узенькая. Я вот 7, раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 7 зубчиков у меня. И я вот с 7-го зубчика сейчас начну делать добавки. Поэтому сейчас все вяжем вот как оно есть. Все идем по узору. Провяжу 7 этих самых зубчиков и начну делать добавки. Перешли на лицевую. Опять первые 5 петель вяжем лицевыми, дальше вяжем по узору. По изнанке точно так же. Провязала 7 бороздок. Теперь начну делать добавки. 5 петель провязала лицевыми. Теперь одну петельку добавляю. Далее идем по узору. Что у нас здесь? 1 изнаночная и 3 петельки. Как всегда, мы их перекрещиваем. По изнаночной стороне будем вязать все по узору. Последние петли провязываем лицевыми. Теперь у нас было 5 петель, теперь мы, получается, по изнанке провяжем 6 петель. Прибавки буду делать в каждом лицевом ряду. Буду по одной петельке прибавлять, пока у меня не будет 15 петель на спице. Так, что мы по изнанке вяжем здесь по узору. Изнаночная, лицевые. И вот у нас последние 6 петель, мы их провязываем все лицевыми. Провязываем все лицевыми. Переходим на лицевую сторону. Опять провязываем первые 6 петель лицевыми. 3, 4, 5, 6. Делаем одну добавку. 1 изнаночная. И последние. Опять мы перетяжку делаем, перетягиваю петельки. Все. По изнанке опять по узору. Вернулись на лицевую сторону. Опять делаем одну добавку. По одной. Добавим. Провяжем нужную нам длину до пятой. Значит, у меня сколько... Где-то же записала. Сейчас я посчитаю. Подождите. Начиная... Откуда начать? 4 зубчика мы провязали. 4. Раз,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Вот этих вот зубчиков у меня длина по длине по боковой стороне. Но я сейчас довяжу до конца, я замерю это в сантиметрах. Значит, сейчас провяжем вот эту вот сторону. И точно так же провяжем эту сторону. Провязываем. Вот 5 петель у нас осталось. 5 петель. И между этой петелькой и между изнаночной делаем одну добавку. В каждом лицевом ряду делаем добавки. Вяжем так до конца. Я к вам вернусь. Закончила вязать боковые стороны. Закрыла петли. На второй стороне ниточку не обрезала. Сейчас будем набирать петельки. Значит, вот эта вот часть, сколько она у меня получилось, 8 сантиметров приблизительно. Ну, это же все тянется. Так, теперь что я возьму дальше? Круговые спицы. Здесь петли закрыли. И буду набирать петельки. Значит, отметила серединку. Сейчас наберу по всему следочку петли. На мыске у меня будет 13 петель, и с каждой стороны у меня получилось, по 44 петли. Всего 101 петля, получается, у меня вышла. Вот так вот так. Первая на спице. По 2 дужки вытягиваю петельку, набираем. Наберем петли и провяжу 4 ряда, полных 4 ряда лицевыми. Все петельки буду вязать лицевыми. Привяжу 4 ряда, к вам вернусь, потом начнем вязать подошву. По одной наберем по всему, дойдем вот до этого края. Если у вас следок был длиннее или короче, то у вас количество петель, конечно же, будет другое. Я просто называю то, что у меня получилось. Так, ну тут понятно. Все, набираем петли и провязываем где-то 1,5 сантиметра я провяжу платочной вязкой. Обвязала я весь тапочек, 4 вот таких зубчика провязала. Теперь переходим к подошве. Значит, подошву я начну вязать на средних 9 петлях и буду ее расширять. Расширю до 21 петли. Спицы вот у меня круговые налезки, я их перегнала вот наперед вот так вот. Средние 9 петель выделила. Расширю до 21. Смотрите, по переду у меня 29, плюс 21 будет у меня вот здесь вот после расширения. Это будет 50. И по 4, получается, 1, 2, 3, 4, по 4 петли, 8. 58 петель в круговую получится. Я тапочки вяжу 58, 60, но если большой размер, 62 петли набираю. Так что вот если посчитать в круговую по петлям, все выходит. Я здесь провязала 4 зубчика, нить не обрывала, прошла еще вот полряда, так сказать. Дошла до середины, нашла 9 петель, выделила, да, начинаем вязать подошву. Так, спицы сюда. Подошву буду вязать всю платочной вязкой лицевыми петлями. Так, сейчас все провязываем лицевыми до конца. 9 петель провязываем все лицевыми. И обратно вернемся лицевыми. По изнанке провязала 9 петель лицевыми. Буду добавлять с боковой спицы по 1 петельке. Лицевой тоже ее провязываю. Добавила 1. Развернулась. Первую снимаю. Провязываю все до конца лицевыми. И с другой стороны добавлю еще 1 петельку. И так по одной буду расширять. Когда расширю нужное мне количество петель, а тогда далее буду продолжать вязать по методу пятки, по 2 петельки закрывать. Так, теперь тут подтягиваем. В кучу все собрала. Одну добираю. Подтянули. Развернулись. Снимаю. Вяжем все. Теперь у нас сколько получилось их. Здесь добрали.
И одну добираем с этой стороны. 9, 10, 11. Вяжем до конца ряда. Пришли в конец ряда. Последнюю провязываю. Одну петельку добавили. Все, развернулись. И опять вяжем все лицевыми и добавляем по одной петельке. Значит, расширим до 21 петли. Наберем петли. Расширили мысок. Теперь одну петельку с пятки, с подошвы, одну петельку с боковой спицы будем провязывать по 2 вместе. По изнаночной стороне буду провязывать 2 вместе лицевой. По лицевой стороне 2 вместе буду провязывать изнаночные. Одну петельку отсюда, одну со спицы. Провязываю 2 вместе лицевой. Развернулись, вяжем до конца все лицевыми. И последнюю петельку закрываю с петелькой с боковой спицы. 2 вместе. Ой. Так, последняя петелька. Провязываю 2 вместе изнаночные. Все, развернулись, подтянули, развернулись. Все вяжем лицевыми, закрываем по одной. Закончим, закроем вот эти вот все петельки. Дойдем до конца, я к вам вернусь. Будем вязать пятую. Закончили вязать подошву. Провязали до конца. Теперь смотрите, что у меня здесь осталось. По одной петельке вот не закрытая осталась. Сейчас я перейду на пятую и закрою их в ширину. Померяю вам ширину подошвы. Ну, вот 7 сантиметров. Так, подошву пятую я буду вязать на средних 13 петлях. Значит, по 4 петли возьму на боковые стороны. У меня 21, 13 петель я возьму на пятку, а по 4 петельки я перенесу вот на боковые спицы. С боковой стороны мы сейчас доберем петли. Разделила я петли. Вот по 4 петельки у нас уйдет на боковые, как я сказала. Средние 13 это пятка. Теперь по изнанке я здесь закончила. Одна петелька вот не закрытая осталась. Мы сейчас будем, когда набирать петли, возвращаться, ее закроем. Теперь сейчас что я делаю? Провязываю 13 петель и сразу же в первом ряду по изнанке я закрою первые 2 петли на пятую. Закрывать буду точно так же, как вязала подошву. По изнаночной стороне буду закрывать лицевой, а по лицевой стороне изнаночной. Так, провязала 13 петель, последняя 13, 13 последняя. Сейчас мы ее сразу закроем. Так, теперь, чтобы здесь не путаться, далее что делаю? Вяжем. Вот последняя петелька у нас оставалась, мы 2 вместе их сейчас провяжем. Провяжем эти, вот осталось 3 петли и будем набирать петли. Последние 2 провязываю вместе. Так, петли будем набирать, провяжу изнаночной. Так, теперь развернулась на лицевую сторону. И вот по вот этой вот стороне под 2 дужками набираю петельки. Наберу петли до конца ряда и вернусь изнаночными. Подошву, пятую провяжу лицевыми. И точно так же наберу с этой стороны петли. Обратно вернусь и буду продолжать вязать пятую. Когда сейчас буду возвращаться, 2 петельки провяжу вместе по пятке. Так, раз, два. Набираем сейчас петельки. У меня 18 петель, по-моему, получилось. Сейчас наберу, пересчитаю. Набираем петли. Набрала петли по боковой стороне. У меня получилось 18 петель. Вернулась обратно изнаночными петельками. Теперь и провязала оставшиеся 3 с подошвы. Теперь провязываю средние 13 петель. Последнюю 13 сразу 2 вместе провяжу. Раз, два, провязываем 13 петель. 13-я последняя петелька. Я их провяжу 2 вместе сразу изнаночной. Все, это вот у нас петли пятки. Сейчас возьму другую спицу, чтобы было более понятно. Так, у нас осталась 1 петелька, мы ее сейчас закрываем. Так, вяжу, что у нас здесь. Раз, два.
2 петельки провязала вместе. И точно так же набираю петли с этой стороны. Наберу петли с этой стороны и обратно вернусь лицевыми. Получится здесь изнаночные и здесь по лицу изнаночные. Так, набираем петельки с этой стороны. И все, дальше будем вязать уже пятую. Набираем. Так, что у нас получилось? Набрали петли, вернулись обратно лицевыми. И теперь вяжем только серединку. Закрываем пятку. 13 петель посередине. Лишние петли у меня ушли на боковые стороны. Теперь, если высота вот эта будет для вас большая, высокая сильно, то сейчас в процессе вязания 1-2 раза можно, когда будем закрывать, не по одной петельке, а по 2 петельки сразу захватить, чтобы, если будет вам сильно высоко. Ну вот смотрите, как на манекене сидит, невысокая она. Ну или же, я так вяжу, не знаю. Так, теперь она так, половинка вот это вот начала, оно уйдет на подошву, все эти первые закрытые ряды, поэтому... Так, что мы дальше делаем? Продолжаем. Вяжем лицевыми и последнюю петельку теперь закрываем лицевой по изнанке, по лицевой стороне закрываем изнаночной. Вяжем сейчас пятку. У меня 13 петель. Закрываем. Если размер большой, можно 14 петель взять. Если размер маленький, на 1-2 петельки меньше тогда. В общем, ориентируйтесь. Сейчас я посмотрю, сколько у меня это в сантиметрах по ширине пятка это. А потом довяжу до конца, померю ее. Так, последняя петелька. Померю ее высоту. Все, 2 вместе. Закрыли. Спицу где-то потеряла, пока вязала, найти не могу. Ну вот эти вот, сколько сказала, 13 петель, они у меня 4,5 сантиметра всего лишь. Вот. Поэтому для меня это, как я считаю, нормально. Вяжем пятую, закрываем. Я к вам вернусь. Закончила вязать пятую. Закрываем петли. Вот такое вот получилось. Теперь, что я здесь хотела сделать? Высоту ее, да? Ну, относительно высоту, вот до начала 7 сантиметров получается. Так, закроем петельки сейчас обычным способом. Значит, в конце, не довязывая 3 рядов, я вот по одной петельке убавила здесь, немножко заузить кверху. Что делаем? Закрываю петли. По 2 петельки здесь вместе. Закроем, спрячем ниточки, зачистим. И по желанию можно оставить будет вот так вот, как он есть. А можно 1 ряд, 2 ряда, вот как я здесь сделала, обвязать крючком контрастным цветом. Это опять можно обвязывать, можно не обвязывать. Так что у меня здесь остается 3 петли. А их все вместе провяжу. Так, провязала их все вместе. Сразу обрежем. Теперь вот этот вот соединим здесь. Хвостик. Так вот подтянем и здесь хвостики попрячем. Заделаем все это аккуратненько, красиво. Ну вот и все. Так, что теперь? Давайте его сейчас оденем. Наденем. Пяточка. Вот такой вот получился. Такой. Все, связали. Всем спасибо за просмотры, за комментарии, за подписки. Всем добра, всего хорошего. Увидимся.